Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я покажу, как сделать еще один браслет с бисером в технике фриволите. Для этого нам понадобится иголка с узким ушком, тонкий крючок, ножницы, нити-вдеватель, замочек-карабин, 2 колечка, несколько сантиметров цепочки, а также плоскогубцы, чтобы их прикрепить, и, конечно же, пряжа и бисер. Я использую японский бисер номер 8 и тонкую иглу, которая проходит через него. В начале работы нам нужно нанизать часть бисера на нитку. Для первого и последнего кольца в сумме нам понадобится 15 бисеринок, и для каждого кольца между ними по 4 бисеринки. У меня браслет получился 15 сантиметров, это 10 колец, и мне нужно было нанизать 47 бисеринок. Так как мы будем делать комбинированные кольца, нам нужно оставить длинный хвостик. Я оставила примерно 1 метр. Для первого кольца набираем 2 узла фриволите. Нанизываем бисеринку на иголку. И подтягиваем одну бисеринку, которая нанизана на нитку. Вплотную к бисеру делаем 2 узелка. Снова нанизываем одну бисеринку на иголку и подтягиваем одну бисеринку с нитки. Продолжаем чередовать 2 узла и бисер, чтобы у нас получилось 8 двоек узлов, разделенных между собой 2 бисеринками. Закрываем цепочку в кольцо и делаем фиксирующий узелок. Теперь подтягиваем одну бисеринку с нитки и протягиваем через нее иголку. Для второго кольца набираем 4 двойки узлов, также разделенных между собой 2 бисеринками. Теперь вытягиваем хвостик из ушка иголки и разворачиваем вязание таким образом, чтобы ушко иголки было слева. Мы будем вязать вторую часть кольца хвостиком нитки. Так как это у нас изнаночная сторона, то сначала выполняем вторую половину узла фриволите, а затем первую. Нанизываем бисеринку на иголку. Так как на хвостике у нас нет нанизанного бисера, берем тонкий крючок и с его помощью нанизываем бисеринку на нитку. Подтягиваем бисеринку к узелкам и продолжаем чередовать 2 узелка и бисер. У нас также должно получиться 4 двойки узлов, разделенных между собой бисером.
Разворачиваем вязание, чтобы ушко иголки снова было справа, и заправляем нитку в иголку. Закрываем цепочку в кольцо, как обычно. Подтягиваем бисеринку и проходим через нее иголкой. Повторяем второе кольцо до нужной длины браслета. Скорее всего, вам в процессе вязания, как и мне, придется добавлять новую нитку. Если вы еще не знаете, как это сделать, вы можете посмотреть видеоурок на эту тему на моем канале. Ссылка на видео в правом верхнем углу. Подтягиваем бисеринку и проходим через нее иголкой. Для последнего кольца набираем все 8 двоек узлов, разделенных между собой бисером, как обычное кольцо, то есть вторую половину узлов хвостиком мы вязать не будем. Как обычно, закрываем цепочку в кольцо и завязываем узелок. Отрезаем нитки и завязываем еще один узелок. Прячем ниточки при помощи нити вдевателя.
аккуратно отрезаем лишние кончики. Берем одно колечко, надеваем на него замочек и проходим колечком через крайнюю бисеринку. Точно так же крепим цепочку с другой стороны. Вот и все, наш браслет готов. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Я буду рада видеть вас снова.